ДТП с автобусом в Подмосковье. Первые указы Дональда Трампа. Путин позвонил Си Цзиньпину. Сегодня 21 января, вторник. Поставьте лайк нашему эфиру. Мы начинаем. Авария с автобусом произошла в Подмосковье. Региональная прокуратура сообщает, что это случилось около 8 часов утра в Орехово-Зуево. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением. В результате машина улетела в кювет. Близкий к силовикам телеграм-канал 112 пишет со ссылкой на свой источник, что в аварии пострадали 6 человек. Водителя и 5 пассажиров госпитализировали с переломами и ушибами. Еще 10 человек, которые находились в салоне автомобиля, не пострадали. Еще один автобус попал в аварию и сгорел. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Башкортостану. Автобус ехал по маршруту Махачкала-Уфа. Причины аварии пока неизвестны. В салоне находилось 12 человек, из них никто не пострадал. В Иркутске начали сносить жилой дом с человеком внутри. Видео, которое этот человек записал в процессе, опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Ридовка». Он продолжает ломать, я дома, он продолжает ломать. Тут стены по ходунам ходят. Автор видео по имени Алексей рассказал, что дом на самом деле был аварийный, но сносить его должны были позже. Ридовка пишет, что о ситуации уже проинформировали компетентные органы. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Среди прочего, они обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития отношений своих стран с США. А еще Путин доложил китайскому лидеру, что товарооборот между двумя странами вырос к декабрю на 7% и превысил $200 миллиардов. Путин отметил, что Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа и сохранила лидерство по экспорту нефти. При этом Путин назвал КНР «наш главный торговый партнер». При этом для самого Китая Россия в списке контрагентов занимает только 5-е место. И продолжим тему торговых партнеров. Как пишет издание «Франк Медиа», Россия столкнулась с задержкой платежей за нефть от Индии. И все из-за санкций США, введенных 10 января против российского нефтяного сектора. Под санкции тогда попали 2 ведущих российские нефтекомпании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров. И вот теперь индийские государственные банки и Министерство нефти страны расходятся в трактовке некоторых санкционных запретов. И потому они обратились в Минфин США за разъяснениями. Ну а пока трейдеры российской нефти не могут получить оплату. И на этом их проблемы не заканчиваются. Неделю назад агентство Рейтер сообщило, что десятки танкеров с российской нефтью встали в открытом море. Китай и Индия отказываются их принимать из-за страха попасть под санкции США. И переходим к США. Дональд Трамп подписал первые указы на посту президента. Заодно он ответил на вопросы журналистов и высказался о войне в Украине. Трамп заявил, что боевые действия необходимо прекратить, ведь Россия, по его данным, уже потеряла на фронте 1 миллион солдат, а Украина 700 тысяч. Прошелся новоизбранный президент и по другим вопросам внешней политики. Среди прочего, он пообещал обложить Испанию 100% пошлинами. Испания член БРИКС. Вы знаете, что значит член БРИКС? Ну, узнаете. Если они хотят продолжать, без проблем. Но мы установим тарифы минимум в 100% на все сделки, которые они проводят с Соединенными Штатами. Вы же знаете, что такое БРИКС, да? Испанский репортер не нашел, что ответить президенту США. Напомню, что в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Ни одной страны Евросоюза или НАТО в нем нет. А ближайший соратник Трампа, Илон Маск, тем временем прокомментировал обвинение в нацизме. Напомню, накануне миллиардер выступил на параде в честь инаугурации Дональда Трампа. Там он показал жест, в котором многие однозначно увидели нацистское приветствие. Маск написал в Твиттере, цитирую: «Честно говоря, их грязные трюки оставляют желать лучшего. Как же я устал от того, что все обзываются Гитлером». Конец цитаты. Со дна Байкала убрали рыцаря с рындой. В январе на дне озера обнаружили 2-метровую статую. Доспехи явно иноземного фасона с рындой в руке стояли примерно в 40 метрах от берега. Издание ircity.ru сообщало, что статую установил местный дайв-центр «Аква-Эко». Арт-объект не понравился прокуратуре, которая начала проверку. Теперь прокуроры отчитались о ее завершении и рынду убрали. Цитата: «После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из
из озера. Конец цитаты. Другие подробности в сообщении ведомства не приводятся. И это все новости к этому часу. Не покидайте нас без лайка, подписывайтесь на нас в Телеграме, чтобы мы с вами всегда оставались на связи. Увидимся. Пока.